Здравствуйте, меня зовут Станислав. Я занимаюсь производством вертлюгов для буровых установок. В этом видео я покажу вам новую модель вертлюга и расскажу о конструктивных решениях, которые здесь применяются. Вертлюг используется для подачи промывочной жидкости во вращающуюся буровую колонну. В нашем случае вертлюг также является опорным блоком, который воспринимает нагрузки и передает их на каркас буровой установки. Его можно использовать для бурения с промывкой или для пневмоударного бурения. Здесь используются радиально-упорные подшипники, гидравлические уплотнения и нержавеющие втулки. Вертлюг оснащен элеватором. Этот механизм ускоряет процесс спускоподъемных операций. А теперь рассмотрим подробнее каждую деталь. Вот так вертлюг выглядит в разобранном виде. Все детали покрыты цинком для защиты от коррозии. Корпус изготовлен из цельного круга, к нему приварен патрубок для подачи воды. Сюда вставляется уплотнение и фиксируется с помощью стопорного кольца. Затем устанавливаются обоймы подшипников. А это вал, на нем установлены нержавеющие закаленные втулки. Они изготовлены из стали 40Х13 с последующей закалкой до 50 единиц по Роквеллу. Поверхность втулок шлифованная до состояния зеркала. Для того, чтобы втулки были взаимозаменяемые, проводится шлифовка вала и внутреннего диаметра втулки. Затем втулка нагревается и садится на вал. Это так называемая горячая посадка для сопряжения двух деталей с натягом. При этом важно не перегреть втулку, чтобы не произошел отпуск, то есть снижение твердости. После установки втулок посадочные места протачиваются и шлифуются для обеспечения соосности. Сейчас я установил на вал уплотнения и подшипники, чтобы показать, как они расположены в сборе. Для обеспечения герметичности используются 4 барьера уплотнений. Это втулки из фторопласта, гидравлические полиуретановые манжеты, а также манжеты резиновые армированные. Вот так это выглядит в разрезе. Втулки из фторопласта делаются с натягом на вал и на корпус. Они защищают манжеты от абразивных частиц. Ширина втулки 16 мм, и она плотно скользит по поверхности вала. Благодаря этому песок, который находится в воде, не контактирует с манжетой. Если не использовать эти втулки, песок попадает на манжеты, и в местах трения образуются канавки. Уплотнения разрушаются, и вертлюг течет. Потом приходится точить новый вал или наваривать металл, и потом протачивать. Это очень трудоемкий процесс. В нашем случае, если вертлюг выйдет из строя и потечет, нержавеющие втулки можно заменить на новые. Таким образом, этот вертлюг имеет неограниченный срок службы. При использовании втулок из фторопласта и нержавеющих втулок происходит скольжение уплотнений по нержавеющей шлифованной твердой поверхности. В процессе работы места скольжения уплотнений не покрываются ржавчиной. Нет шероховатости и нет контакта с песком. Второй барьер уплотнений – гидравлические полиуретановые манжеты. Обычно они используются для уплотнения штока гидроцилиндра. Они выдерживают высокое давление, так что вы сможете использовать вертлюг с мощной помпой для подачи воды или компрессором для пневмоударного бурения. Полиуретан – это износостойкий материал. Такие манжеты будут работать долгое время без каких-либо проблем. Третий барьер – резиновые армированные манжеты. Их также называют сальники. Это стандартные манжеты с пружинкой. Они часто используются для уплотнения валов. Четвертый барьер – точно такие же армированные манжеты. Они устанавливаются внутри фланцев и предназначены для удерживания масла. Все полости вертлюга – это места установки подшипников, канавки манжет, и все свободное пространство заполняется маслом или толом. Этого достаточно на весь срок эксплуатации уплотнений. Очень часто буровики любят подкачивать дополнительное масло. Для этих уплотнений и для этой конструкции не нужно ничего подкачивать. Все уже сделано. Вы устанавливаете вертлюг и работаете без вмешательства. С уплотнениями разобрались. Теперь поговорим о подшипниках. Здесь используются радиально-упорные роликовые подшипники. Они способны выдерживать очень сильные удары и вибрации. Они также воспринимают вес буровой колонны и усилие давления на долото. В этой конструкции нет люфта вала относительно корпуса. Здесь подшипник упирается в уступ.
С обратной стороны второй подшипник поджимается двумя гайками. Гайки фиксируются стопорными лапчатыми шайбами. Идем дальше. Соединение с буровой установкой. Вертлюг можно соединить с опорной плитой каретки в верхней и нижней части. Для этого есть специальное отверстие. На этом фото вы видите пример крепления верхнего фланца. Между вертлюгом и гидромотором устанавливается переходная деталь, в которой есть отверстие для соединения с опорной плитой. Я могу изготовить такую деталь, и она будет совместима с вашим гидромотором. Для этого мне понадобятся соединительные размеры вашего мотора. Такой вариант верхнего соединения с кареткой установки требует дополнительной высоты мачты, так как вместе с элеватором вертлюг занимает много места, и он может не поместиться, учитывая длину буровой штанги. Есть смысл сделать крепление в нижней части, то есть опорная плита соединяется с помощью этих отверстий. Таким образом мы экономим вот это расстояние. Соединение с валом гидромотора. Здесь используется переходная втулка, внутри которой есть отверстие и шпоночный паз. Сама втулка вставляется в вал и фиксируется с помощью круглой шпонки. Это универсальное соединение, которое позволяет использовать вертлюг с любым вращателем. Мне нужно знать диаметр вала вашего мотора и размеры шпонки, чтобы сделать это соединение. Втулки взаимозаменяемые. Если вы решите использовать другой гидромотор, сюда можно вставить другую втулку. Если вы используете нестандартное соединение, или вы еще не знаете, какой вращатель будете использовать, вы получите цельную втулку, внутри которой можно сделать соединение самостоятельно. Соединение с буровыми штангами. Штанги соединяются с переходником, который накручивается на вал вертлюга и фиксируется с помощью специальной гайки. Принцип фиксации заключается в разном направлении резьбы. Переходник с правой резьбой, гайка с левой. Нужно подкрутить гайку к переходнику и приварить. В таком состоянии переходник не откручивается. Когда эта резьба выйдет из строя, вы сможете заменить переходник на новый. Для этого срезаем сварку и откручиваем переходник. Изначально вы получите вот такой переходник. Так как на буровых установках используются разные резьбы, я оставляю место, чтобы вы могли нарезать вашу резьбу здесь. Также хочу обратить внимание, что в этом месте есть 3 гайки. Они выполняют разную функцию. 2 гайки поджимают подшипник. Они зафиксированы стопорными шайбами и не вращаются. 3-я гайка используется для фиксации переходника. Здесь ее нужно приварить. Ни в коем случае не нужно сваривать эту гайку с другими гайками. Теперь рассмотрим принцип работы элеватора. Этот механизм используется для упрощения работы с буровыми штангами. Он позволяет поднимать, закручивать, откручивать и опускать штанги. Элеватор соединяется с переходником. Для этого используется крепежный фланец-замок. Он вставляется в пазы переходника и фиксируется с помощью дополнительного фланца. Устанавливаем элеватор, вставляем несущий фланец и скручиваем его с дополнительным фланцем. Готово. Для фиксации буровой штанги используется запорный механизм. Он свободно вращается, а внутри находится замок, который перемещается в поперечном направлении. В одном положении он открывает входное отверстие, в другом фиксирует штангу. А теперь давайте приступим к работе. Для демонстрации я буду использовать буровые замки, которые используются для соединения штанг. Представим себе, что я держу в руках буровую штангу. Вставляем ее в отверстие запорного механизма, совмещаем пазы с замком. Замок закрывается и штанга зафиксирована. Поднимаем каретку, штанга висит на элеваторе. Элеватор и несущий фланец сейчас в зацеплении. Вставляем ключ в штангу, которая находится в скважине, закручиваем нижнее соединение. Затем опускаем каретку, элеватор выходит из зацепления и свободно вращается. Чтобы открутить штангу здесь, вставляем ключ в нижний замок этой штанги и откручиваем переходник. Потом поднимаем каретку, элеватор входит в зацепление. Вставляем ключ в нижнюю штангу и откручиваем соединение внизу. Таким образом вы можете выполнять спускоподъемные операции с большой производительностью. Все детали элеватора сделаны с большим запасом прочности. Конструкция очень простая, его можно легко демонтировать и установить. Для этого нужно открутить 4 болта и отсоединить несущий фланец. А вот так разбирается запорный механизм.
Откручиваем болты, снимаем стопорные крышки, достаем фиксатор и оси вращения. Для того, чтобы элеватор был совместим с вашими штангами, мне нужно знать размеры соединений. Я расточу отверстие соответствующего диаметра в этой детали, а также сделаю паз нужного размера в этом фиксаторе. Подача промывочной жидкости. У нас есть патрубок, он приварен к корпусу. В него вкручивается алюминиевое соединение. Ответная часть соединяется с шлангом. Вставляем, прижимаем и поворачиваем вправо. Сейчас они в зацеплении. Поворачиваем влево, отсоединили. Также вы можете использовать подачу воздуха и работать с пневмоударником. В комплект поставки входят вертлюг, элеватор, переходник, соединение для вала вращателя, круглая шпонка, соединение для подачи воды, запасной комплект уплотнений и стопорные шайбы. Переходная деталь, которая устанавливается между вертлюгом и вращателем, не входит в комплект. Это дополнительная опция. Как оформить заказ? Для этого перейдите по ссылке в описании и ознакомьтесь с информацией на сайте. Там есть мои контакты. Свяжитесь со мной любым способом и сообщите следующие данные. Диаметр вала вращателя и размеры шпонки. Размеры соединений буровых штанг. Соединительные размеры вращателя, если вы захотите заказать переходную деталь. Также сообщите адрес доставки и данные получателя. Я отправляю заказы во все страны мира. Доставка и оплата любым удобным для вас способом. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Я дам подробный ответ. Подписывайтесь на канал. Желаю удачи. Пока.